Привет-привет! Добро пожаловать на канал Вязания крючком. В этом видео мы вместе с вами свяжем вот такие замечательные рукавички. Эти рукавички вяжутся в круговую, не требуют никакого сшивания. Рукавички будем начинать вязать от мыска. Как вяжется мысок, я приложу к видео схему. Пальчик будем вязать отдельно. Эти рукавички вяжутся абсолютно одинаково, что на правую, что на левую руку. Сейчас у меня надета рукавичка на левую руку, а теперь я ту же самую рукавичку надеваю на правую руку. И абсолютно никакой нет разницы. Для вязания рукавичек таким способом нам понадобится крючок номер 2,5 и крючок номер 2. Крючком номер 2 мы будем вязать пальчик. Основную рукавичку будем вязать крючком номер 2,5. Для вязания двух рукавичек мне потребовалось 100 грамм пряжи. Рукавички вяжутся очень просто. Можно связать 2 рукавички за один день. Самое главное, нету никаких сложных расчетов. Рукавички полностью связаны из чередования лицевых и изнаночных рельефных столбиков с одним накидом, включая пальчики. Связаны очень аккуратно, даже при вязании пальчика идет продолжение рисунка и не видно никаких стыков. Ну что, приступим. Делаем кольцо, вводим крючок. И для подъема набираем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Далее в это кольцо нам нужно провязать 11 столбиков с одним накидом. Накид, в кольцо провязываем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь вот эту ниточку подтягиваем посильнее. И теперь в третью петлю подъема провязываем соединительную петлю. 1 петля, 2 петля, 3 петля. Далее приступаем к вязанию второго ряда. Набираем 2 воздушные петли для подъема. 1, 2. Следующий ряд будет состоять из столбиков с одним накидом и лицевых рельефных столбиков с одним накидом. Делаем накид, и теперь нам нужно провязать рельефный столбик с одним накидом вот за петли подъема предыдущего ряда. Вот таким вот образом провязываем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Далее накид. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот в эту петлю провязываем столбик с одним накидом. Далее накид. И теперь за столбик этой же петли провязываем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Вот за этот столбик захватываем ниточку и провязываем рельефный столбик с одним накидом. Далее накид. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот она, следующая петля. Накид. Теперь за столбик этой петли провязываем лицевой рельефный столбик с одним накидом.
Продеваем крючок, захватываем ниточку, провязываем. Далее накид. Следующую петлю провязываем столбик с одним накидом, накид, и за столбик провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Таким образом нужно провязать до конца ряда. Осталась последняя петля в этом ряду. Закончим ряд соединительной петлей во вторую петлю подъема. Раз, два. Во вторую петлю провязываем соединительную петлю. Третий ряд вяжется точно так же, как и второй. Накид. Сейчас нам нужно вот за петли подъема предыдущего ряда провязать лицевой рельефный столбик с одним накидом. Захватываем петли подъема. Далее накид. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас петля идет. Накид. И теперь вот за этот столбик, в петлю которого мы сейчас провязывали столбик с одним накидом, за этот столбик нам нужно провязать лицевой рельефный столбик с одним накидом. Захватываем столбик и провязываем. Далее накид. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом, накид, за столбик провязываем лицевой рельефный столбик с одним накидом, накид, в следующую петлю столбик с одним накидом, накид, за столбик лицевой рельефный столбик с одним накидом, накид, в следующую петлю столбик с одним накидом, накид, и за столбик лицевой рельефный столбик с одним накидом. Таким образом нужно провязать до конца ряда. Во вторую петлю подъема провязываем соединительную петлю. Раз, два. Далее приступаем к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд у нас будет состоять из лицевых рельефных столбиков с одним накидом и изнаночных рельефных столбиков с одним накидом. Они будут чередоваться. Делаем 2 воздушные петли для подъема. Раз, два. Лицевые и изнаночные рельефные столбики мы будем провязывать за столбики предыдущего ряда. Накид. И за первый столбик начинаем с лицевого рельефного столбика, провязываем один столбик, накид. За следующий столбик будем провязывать изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Второй столбик, накид. Далее лицевой рельефный столбик с одним накидом, накид. Далее следующий изнаночный рельефный столбик с одним накидом. И так будет чередоваться до конца ряда. Довязали до конца ряда.
Закончим ряд также во вторую петлю подъема соединительной петлей. Раз, два. Мысок для рукавички у нас готов. Вот такой вот он получился. 5,5 сантиметра. Все последующие ряды необходимо вязать, чередуя лицевые и изнаночные рельефные столбики с одним накидом. В начале каждого ряда необходимо делать 2 воздушные петли для подъема и далее вязать лицевой рельефный столбик с одним накидом, изнаночный рельефный столбик, лицевой, изнаночный. Так как в дальнейшем прибавлений мы делать не будем, наш мысок будет вот здесь вот заворачиваться и будет превращаться в такую вот шапочку. Продолжаем вязание без прибавок, просто чередуя в каждом ряду лицевые и изнаночные рельефные столбики с одним накидом, пока наша рукавичка не достигнет большого пальца. Вот так должно получиться. У меня получилось 13 сантиметров. Сейчас я закончу ряд соединительной петлей во вторую петлю подъема. И теперь нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель такой длины, чтобы цепочка обогнула наш большой пальчик. Вот так вот. Раз. Делаем послабее, чтобы они у нас были не затянутые петельки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проверим. 8, 9, 10, 11, 12. Я набрала 12 воздушных петелек, мне как раз достаточно. И теперь вот в эту вот косичку, вот сюда вот, нам нужно соединить будет цепочку. Раз, два, три, четыре, пять. В пятую петлю делаем соединение соединительной петлей. И далее продолжаем вязать. Также по рисунку, чередуя лицевые и изнаночные рельефные столбики с одним накидом. Далее в каждом ряду мы не будем набирать воздушные петли для подъема. Накид, изнаночный рельефный столбик с одним накидом, лицевой рельефный столбик с одним накидом. И так нам нужно продолжать вязать до вот этого места. То есть вот так вот в круговую, вот так вот по кругу мы вяжем до конца ряда, вот до вот этого места. Дальше провязываем изнаночный рельефный столбик вот за вот этот вот столбик. И далее, начиная вот в эту первую петлю, мы ничего не будем провязывать, а теперь, начиная со второй петли,
нашего пальчика будем провязывать в каждую петельку столбик с одним накидом. Накид, и вот со второй петельки начинаем. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11 в последнюю петлю. Далее продолжаем вязать, как по рисунку у нас идет, изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Далее лицевой, изнаночный, лицевой и так далее. Вяжем до конца ряда, то есть до начала нашего пальчика, вот до сюда. Следующий столбик у нас должен быть изнаночный рельефный. Захватываем его и провязываем. Дальше по порядку лицевой рельефный столбик с одним накидом. Накид, изнаночный, накид, лицевой, изнаночный. И так провязываем по порядочку до конца пальчика. Чередуя столбики, изнаночные и лицевые. Далее лицевой, дальше у нас идет по рисунку изнаночный, дальше лицевой, изнаночный. Вот как у нас должно получаться. Продолжаем так вязать до конца ряда, вот до сюда.
Дальше также продолжаем вязать по пальчику, чередуя по рисунку лицевые, изнаночные, рельефные столбики. Мы с вами сейчас провязали на пальчике 2 ряда рельефными столбиками. Нам нужно провязать еще 2 ряда рельефными столбиками, и на 5-м ряду по пальчику, если считать, будем делать убавочку. То есть нам нужно провязать еще 2 ряда рельефными столбиками, чередуя изнаночные и лицевые. Пальчик мы провязали 4 ряда рельефными столбиками. Теперь нам нужно вот здесь сделать убавочку, чтобы у нас вот здесь вот постепенно сужалось. Вот наш пальчик. Нам нужно вот в этом месте будет сейчас сделать убавку. Провяжем вместе 2 лицевых столбика рельефных, а изнаночный просто пропустим. Это получается вот 2 центральных столбика. Вот они. Вот один и вот второй. Вот из них нам нужно сделать будет 1 столбик. Будем делать сейчас следующим образом. Накид подхватываем лицевой рельефный столбик, изнаночный пропускаем под крючком и подхватываем следующий лицевой рельефный столбик и провязываем 1 лицевой рельефный столбик с одним накидом. Вот таким вот образом. И далее вяжем по рисунку. Дальше у нас идет изнаночный рельефный столбик. Дальше лицевой. Изнаночный. И так далее по порядку чередуя. Получается вот в 5-м рядочке по пальчику мы сделали 1 убавочку. Это мы сейчас 5-й ряд вяжем по пальчику, если считать. Следующий 6-й ряд мы провяжем без убавки, а в 7-м ряду опять в этом месте сделаем убавочку. Вяжем сейчас вот этот ряд до конца и следующий без убавки. Мы провязали по пальчику 6 рядов рельефными столбиками. Теперь в 7-м ряду сделаем очередную убавочку. Вот таким вот образом она у нас будет выглядеть. Вот так вот.
нам нужно будет вместе провязать 3 вот этих лицевых столбика. Делаем накид, захватываем 3 косички таким вот образом, захватываем ниточку и провязываем вместе. И таким образом мы сделали еще одну убавочку. Получается, мы сделали убавки в 5 ряду по пальчику и в 7 ряду по пальчику. Теперь нам нужно провязать будет 8 ряд, 9 ряд и в 10 ряду сделать еще одну убавку. Провязали 9 рядочков. Сейчас в 10 ряду сделаем еще одну убавочку, последнюю. Вот таким вот образом провяжем. Делаем накид, захватываем на крючок 1 рельефный столбик, 2 лицевой рельефный столбик и 3 лицевой рельефный столбик. Вот 3 косички на крючке провязываем вместе. Далее идет изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Далее лицевой. Посмотрим, что у нас получилось. Вот мы сделали 3-ю убавочку в 10 ряду. Вот так вот это смотрится. Дальше никаких убавлений и прибавлений не делаем, просто вяжем по порядочку, чередуя лицевые и изнаночные рельефные столбики с одним накидом до того момента, до которого мы хотим, чтобы у нас была резиночка. После последнего убавления я провязала еще 4 рядочка. У меня получилась вот такая вот высота резинки. Меня такая высота устраивает. По желанию можно продолжить еще. Далее можно оставить как есть и закрепить ниточку, но я хочу еще провязать кромочный ряд. Сейчас довяжу до вот этой центральной петельки по пальчику, если смотреть. И от вот этой вот центральной петли, вот она идет просто посередине, получается. Я поэтому ее и называю центральной, вот она идет. И от этой петли я буду делать кромочный рядочек. Кромочный ряд я просто провяжу, также буду чередовать лицевые и изнаночные рельефные столбики, только без накида. То есть я также продеваю крючок под столбик предыдущего ряда, захватываю ниточку и провязываю просто столбик без накида. И точно так же изнаночные. Продеваю крючок, захватываю ниточку и провязываю изнаночный столбик без накида. И так сделаю до конца ряда. Вот я довязала ряд до центральной вот этой вот косички и просто делаю соединительную петлю и отрезаю ниточку. Закрепляю. Рукавичка почти готова. Вот
получилось с вами. Осталось провязать пальчик. Для вязания пальчика я возьму крючок на пол номера меньше. Берем ниточку, петельку делаем. Вот от уголочка, вот от этого, первый столбик вот идет, изнаночный, рельефный. Мы сейчас за него провяжем первую петлю. Захватываем столбик и провяжем столбик. Теперь нам нужно вот эту ниточку закрепить с изнаночной стороны, вот этот хвостик, чтобы он нам в дальнейшем не мешался. Накид. Далее у нас идет лицевой рельефный столбик. Провязываем его. Далее изнаночный. Лицевой. Изнаночный. Первый ряд не очень удобно вязать у пальчика. Далее идет лицевой. Здесь очень важно вязать свободно, чтобы у нас пальчик не был зажат, не затягивался. Изнаночный. Лицевой. Теперь вот здесь, вот за вот этот вот столбик, нам нужно ухватить и провязать изнаночный рельефный столбик. Накид. Вот так вот мы захватываем, вот таким вот образом, и провязываем изнаночный. Далее у нас идет лицевой. Изнаночный. Лицевой. Далее вот здесь вот у нас есть, вот она петелька идет. Вот за за эту петельку нам нужно провязать изнаночный рельефный столбик. Далее вот за этот уголочек нам нужно захватить и провязать лицевой рельефный столбик. Вот за этот вот. Вот за этот вот уголочек провязываем лицевой. Далее вот здесь вот у нас есть уголочек, еще провязываем изнаночный. Далее по рисунку у нас идет вот лицевой, значит мы сейчас за него провяжем лицевой.
Мы дошли вот до первого столбика, с которого начинали вязать пальчик. Делаем накид и захватываем его вот таким вот образом и провязываем изнаночный столбик. Далее накид лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Дальше весь пальчик точно так же провязываем, чередуя лицевые и изнаночные рельефные столбики. Точно так же продолжаем вязать пальчик до начала ноготочка. Довязали пальчик до ноготочка. Теперь будем делать убавочки. Убавочки будем делать с двух сторон. Вот с этой стороны пальчика и вот с этой стороны пальчика. Сейчас мы довяжем вот до сюда и сделаем убавочку.
Теперь вот эти два столбика нужно провязать вместе. То есть точно так же захватить одну косичку и вторую косичку и вместе их провязать. Делаем накид, захватываем одну косичку и вторую косичку. Изнаночный столбик остался по центру, мы его не захватываем и провязываем. Дальше вяжем по рисунку. Смотрим. Вот мы с этой стороны сделали убавку. Теперь нам нужно сделать вот с этой стороны пальчика убавку. Мы как раз довязали до этого места. Теперь вот эти вот два столбика, вот этот и вот этот, мы должны провязать вместе. Накид, захватываем один столбик и второй столбик и провязываем вместе. Далее вяжем по рисунку. Этот рядочек сейчас провяжем без убавлений. Посмотрим, что у нас получилось.
Так, сейчас нам нужно будет в этом рядочке сделать убавление. Мы возьмем вот эту косичку и вот эту косичку и вот эту косичку, и их провяжем вместе. Вот этот столбик еще провяжем. И вот этот столбик провяжем. Так, делаем накид, захватываем вот эту косичку и вот эту косичку и провязываем вместе. Далее вяжем по рисунку изнаночный столбик. Далее вяжем лицевой столбик. А далее нам нужно сделать с этой стороны убавочки. Сейчас провязываем изнаночный еще один. Делаем накид, захватываем вот этот столбик и вот этот столбик и провязываем вместе. Все, мы сделали убавочки с двух сторон. Теперь нам нужно закрыть оставшиеся петельки. Делаем накид, захватываем косичка, которая вот у нас напротив осталась, и провязываем. Все петельки закрылись, отрезаем ниточку и делаем закрепочку. Вот как у нас получился пальчик. То есть мы сделали 2 убавочки здесь и здесь с одной стороны и с другой стороны. Вот такая получилась рукавичка. Все косички у нас идут аккуратненько, переходят из рукавички в пальчик. Ничего не перепутано, то есть все ровненько идет, все косички, вот они идут. Размер моей рукавички получился 22,5 сантиметра. Вот такие замечательные рукавички у нас с вами получились. Очень аккуратненькие, тепленькие, красивенькие. Самое главное, что не требуется никаких сшиваний и нету никаких швов. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!